Здравия! В каком-то прошлом ролике говорил про фазы Луны. Сегодня посмотрим на практике. Если немножко подключить мозговорилку и подумать о Луне под именем Месяц, и она только у нас имеет собственное имя, то случатся грустные выводы и пример вранья, идущего еще со школы. У нас над головой искусственный объект, подвешена лампочка, развернутая к нам всегда одной стороной. У нас постоянный фронтальный обзор на нее. Параллакс на Луну всего полградуса, откуда бы мы на нее не смотрели. Но это еще полдела, она еще и светит собственным светом, а не отраженным. Отраженный свет всегда оставляет блик на объекте. Еще очень забавляет меня тема лунного затмения. Посмотрите ролики на ютубе, вопросы не вызывает, чего она продолжает светиться. Мое мнение, не ударяясь в шизотерику и устройство Земли, что Луна нам показывает стадии системы, влияющие на нас и окружающий мир. Не секрет же, что посев на растущей Луне дает лучшую урожайность. Говорят, что и приливы-отливы из-за Луны, но здесь у меня есть сомнения. И даже на женские циклы влияет, хотя откуда нам мужикам знать? Дальше развивать не буду, поскольку наш народ плохо реагирует даже на пункты законов, отличающихся от рекламы по телевизору. А тут уж слишком проблемная тема в плане обоснования. Люди, реально умеющие по звездам прогнозировать, при власти советов уничтожались. Помню рассказ, как одна женщина на остановке прыгнула в очко сортира, и там несколько часов ждала, пока автобус уедет. Больше она знакомых звездочетов из того автобуса не видела. Маленькая страшная история из прошлого, на ночь глядя. Думаю, про психушки и лоботомии сами слышали истории. Сейчас не так страшно жить. Тем более, что целая станция метро в Москве чистая. И на пол зарплаты жителя Зажопинска можно еды в супермаркете купить. На 100 баксов в смысле. Опять ржу с пропагандой телевизора перед выборами. Итак, давайте посмотрим на 2021 год. В большинстве случаев новолуние и полнолуние приводят к смене направления движения и находятся возле пиков. Год был, можно сказать, идеальным. Новолуние означало, что курс на пике или идет к нему, а полнолуние – дно падения. Далее, 2022 год. Здесь у нас случился разворот начала и конца цикла в месяцах. Это было дно цикла с ослабленным интересом. Тенденция движения сохраняется, хоть и перевернута. 2023 год уже более тяжелый. Тенденция есть, но уже видна динамика разворота, и его насильно гонят вне лунного цикла. В начале 2024 года вновь нормализовался лунный цикл. Начало месяца – новая луна, в конце – полная. Как видите по графику, нас ждет падение. В Телеграме и Дискорде давал предупреждение, что оно может быть очень жестким. Посмотрим. Все еще жду пролива, отложенного условно на полгода. Это в первый раз лет за 10, когда так долго тянут. Ставь лайк, подписывайся на канал и добро пожаловать в наше приватное криптосообщество. Подробнее по кнопке поддержать на сайте движка всем.ру. Ссылка есть в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процветания и денег.